Здравствуйте, друзья! В этом коротком видео я расскажу, как и когда провести прищипку кустовой петуньи. Смотрите, их можно отличить, разные сорта, часто по форме листа. Вот скругленный листок, вот рядом стоит листок, видите, вот два листка разных растений. Они, конечно же, отличаются между собой, и развитие куста у них тоже отличается. Вот такого роста кустик. Идет как бы развитие листьев хорошее, но побеги еще не развиваются. Они сидят под листиками, и понятное дело, что такой куст мы формировать сейчас не будем. Будем наблюдать, как он будет продолжать свое развитие. Если пойдет выбиваться в рост центральный стебель, а при этом боковые побеги так и останутся под листочками без продолжения развития, вот тогда можно будет центральный стебель аккуратненько прищипнуть, простимулировав таким образом развитие боковых побегов. Друзья, забыл сказать, вот этим растениям сегодня ровно 2 месяца, как мы их посеяли. Вот так на данный момент выглядят эти кустики. Ну, на мой взгляд, кустовая петуния в 2-месячном возрасте именно так и должна выглядеть. Ну, примерно так. Возможно, чуть меньше она будет, у кого-то чуть больше. Многое зависит от температуры, при которой выращивается растение, почва и так далее. Влага, подкормки. Ну, примерно так. Друзья, вот другой тип развития петунии. Смотрите, здесь больше запущены боковые побеги. Причем запущены они практически ровно по всей окружности. Ну вот, выбился один побег. Второй немножко поменьше, вот он, видите, да, второй побег боковой. А вот эти два маловатые. Можно пронаблюдать за этим, за развитием этих побегов. Ну вот давайте более наглядно, наверное. Вот развивается хорошо, а здесь побеги еще не развиваются. Если вас, в принципе, не пугает и не смущает то, что будет одна веточка длинная в цветочках, а здесь веточки будут короткие, покороче, отставать в развитии, то можете вообще ничего не делать. Если же вы хотите все-таки, чтобы растение выглядело более органично, то есть чтобы все побеги развивались равномерно по всей окружности, то, друзья, когда начнется вот этот побег выбиваться еще дольше, а вот эти, если не будут развиваться догоняющие, то можете его прищипнуть. И таким образом простимулируете развитие тех, которые отстают. Вы получите на выходе хорошо, ровно развитое растение. Но вообще, в принципе, вот мы кустовую петунию формировке подвергаем только в исключительных случаях, если растения перестаивают у нас без высадки. Ну, когда вот мы занимались большими просто объемами и продать не успеваешь все вовремя, и растения некоторые перерастают. Допустим, какая-то расцветка в этом сезоне не пошла у покупателей. Ну, или больше посеяли. Бывало такое даже с семенами у нас получались неприятности, что фирмы вот насовывали в миксе какого-то цвета больше. И этот цвет просто тормозился, он перерастает, не можем продать. И тогда что мы делали? Тогда мы проводили формировку уже радикальную. Мы просто обстригали, и растения омолаживались, и через 2 недели, ну, после подкормки, понятное дело, они восстанавливали свою форму, они становились пышными, они становились зелеными, красивыми, и опять-таки уходили омоложенными такими уже на рынок, и с удовольствием люди их покупали. Потому что вот такая формировка радикальная для перерастающих растений бывает спасительной, она их сильно-сильно преображает в лучшую сторону. Кустовая петуния нормально, при нормальном выращивании нормально развивается, нормально формируется самостоятельно. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания, до новых встреч.